Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал об оптоволоконных дронах Украины, их устойчивость к РЭП и новых моделях беспилотников. Прежде чем начать, хочу напомнить, как важны ваши лайки и подписка на канал. Если еще не подписались, сделайте это сейчас. Для развития военных технологий Бреа-1 провел испытание десятка украинских оптоволоконных дронов. Большая часть представленных беспилотников способна поражать цели на расстоянии до 40, а некоторые даже до 50 километров. Весной этого года уже проводился аналогичный тест, однако максимальная дальность тогда не превышала 20 километров. Сейчас украинские разработчики прилагают все усилия, чтобы увеличить дальность поражения вражеских целей вдвое. Создание беспилотников, дальность полета которых достигает 30-40 километров, для расширения зоны поражения противника является одним из приоритетных направлений. На таких дистанциях противник действует гораздо свободнее и не ожидает удара, в отличие от прифронтовых дорог. Главное преимущество дронов на оптоволокне – их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и возможность поражать объекты, до которых путь пролегает через сеть вражеских окопов. Радиоуправляемый дрон при выполнении подобных задач теряет связь из-за ограничений радиогоризонта или искажений рельефа. Создание оптоволоконных дронов с дальностью более 40 км – сложная задача, поскольку для увеличения длины кабеля требуется большая, соответственно тяжелая катушка с оптоволокном. Это снижает полезную нагрузку, которую дрон может нести. Еще одна проблема – выбор подходящего медиаконвертера, способного корректно передавать сигнал на большие расстояния. В ходе испытаний специалисты Бреа-1 обратили внимание на тактику применения дронов. Опыт показал, что необходимо тщательно рассчитывать маршрут до цели, чтобы оптоволоконный кабель не пролегал по дорогам и не образовывал острых углов, способных повредить или порвать его. Например, если дрон летит над дорогой, а кабель лежит на проезжей части, достаточно проезда автомобиля, чтобы сигнал потерялся с вероятностью около 95%. Также помешать управлению может ветер, если он поднимет кабель, и тот попадет на пропеллеры дрона. В этом случае кабель перерезается, и связь с беспилотником мгновенно теряется. Как и любое оружие, дроны на оптоволокне имеют свои плюсы и минусы. Главным преимуществом является возможность эффективно выполнять задачи в зонах, где работает вражеская радиоэлектронная защита и где другие беспилотники неэффективны. Также многое зависит от опыта оператора, у квалифицированного техника значительно выше процент успешных ударов. На мероприятии Бреа-1 была представлена модификация двухмоторного беспилотника «Камикадзе» самолетного типа ДРС на оптоволокне с дальностью до 50 км. Этот дрон считается одним из лучших в своем классе. Создание дрона «Камикадзе» ДРС осуществлено компанией «Стальные шершни» при поддержке другой фирмы, отвечающей за оптоволоконные системы. Часто выпуск военного оборудования и техники достигается благодаря слаженной работе нескольких предприятий, где одни производят станки для намотки оптоволокна, другие поставляют готовые катушки разного метража, а третьи собирают сам беспилотник. Во время демонстрации военных технологий Бреа-1 команда Mechanic Lab представила собственный станок для намотки оптоволокна, способный накручивать 20 км кабеля за час. Представитель компании отметил, что способны производить по 5 таких станков в день. Основными заказчиками являются воинские части и производители дронов. В Mechanic Lab также подчеркнули проблему скручивания кабеля во время полета. Оптоволокно зачастую выходит из катушки не прямой линией, а скручивается в пружины, что отрицательно влияет на аэродинамику дрона. Кроме того, при таких петлях свет внутри волокна проходит большее расстояние, что может привести к потере сигнала и дрона. Для решения этой проблемы разработчики смазывают кабель специальным маслом при намотке, что обеспечивает его надежное удержание в катушке, плавный выход и ровное укладывание на землю. Бреа-1 указывает на зависимость украинских производителей от китайского оптоволокна, но отмечает постепенную замену этого продукта за счет развития собственного производства. В мае 2025 года Технокластер уже проводил испытания ударных дронов с дальностью поражения 30-40 км. Основная задача – создание массового дрона, способного эффективно уничтожать вражеские склады, технику, системы ПВО и нарушать логистику врага. Дроны ДРС, разработанные командой «Стальные шершни», одни из самых популярных ударных ПЛА в украинских вооруженных силах. Обновленная двухмоторная модель, значительно мощнее предыдущих, способна нести до 14 кг полезной нагрузки. Во время боевых испытаний дрон успешно летал на расстоянии до 40 км, что считается оптимальной дальностью для этой платформы. При последнем тесте аппарат с дополнительными батареями выполнил несколько заходов на цель,
пролетел всего 45 километров и вернулся с запасом энергии. Эти дроны оснащены системой автонаведения. В компании продолжается работа над интеграцией воздушного ретранслятора для радиоуправляемых дронов, чтобы сохранять связь вне прямой видимости. Этот модуль еще на стадии тестирования, но обещают представить его на следующих испытаниях в рамках инициативы Brea One. Кроме двухмоторной версии DRS, были показаны и другие украинские дроны, например, ударный беспилотник Virtus, обладающий возможностью вертикального взлета и посадки, что позволяет его повторно использовать, если цель не найдена. На сайте производителя указана крейсерская скорость Virtus 120 км в час. При пикировании дрон разгоняется до 250 км в час. Он способен поражать как неподвижные, так и движущиеся цели. Время работы на аккумуляторах до 1 часа. Для дозаброса цели используется система наведения на базе искусственного интеллекта с реакцией в реальном времени. Максимальный вес боевой части до 5 кг. Производитель оценивает готовность дрона на 96%. Дрон Airfog, представленный в двух версиях, перехватчик и разведывательный беспилотник дальнего действия. Разведывательная версия медленная, с полезной нагрузкой до 3 кг, а перехватчики более быстрые и разгоняются до 200 км в час, способны уничтожать воздушные цели и предназначены для борьбы с вражескими разведывательными дронами. Боевая часть Airfog перехватчика весит до 1 кг. Боевое применение этих дронов планируется в ближайшие недели, с продолжением усовершенствования систем наведения в тесном взаимодействии с военными. Ударный дрон «Камикадзе» Frontier с боевой нагрузкой до 4 кг, способный автономно выполнять полеты в режиме радиомолчания благодаря встроенной навигации. Он подлетает к цели незаметно, после чего оператор, получая видеотрансляцию в реальном времени, поражает объект. Производитель старается обеспечить высокую мобильность и простоту эксплуатации комплекса Frontier, чтобы экипаж мог быстро выполнять задачи и безопасно покидать поле боя. Система умещается в небольшой минивэн и включает 2 ретранслятора и до 8 ударных дронов. Экипаж из 3-4 человек эффективно управляет беспилотниками с безопасного расстояния. Украинские разработки охватывают широкий спектр как разведывательных, так и ударных дронов, FPV-дроны обычного и оптоволоконного типа, дальнобойные камикадзе, перехватчики вражеских БПЛА, а также морские и наземные беспилотные платформы. Кроме того, продолжается развитие и совершенствование уже существующих моделей. На этом все. Благодарим за просмотр, лайк и подписку. А чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик и обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, это важно для алгоритмов YouTube.